Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Хочу предложить вашему вниманию 5 самых простых бюджетных намазок на хлеб. Это отличный вариант, когда в холодильнике пусто, а хочешь чего-то вкусненького. С ними можно экспериментировать. Я предлагаю свой вариант. Вы можете заменить или добавить какие-то продукты по своему вкусу. Из таких намазок получаются самые вкусные бутерброды, которые отлично подойдут для завтрака. Но если к вам неожиданно нагрянули гости, то их можно рассмотреть как вариант. Ингредиенты даны на 3 порции и указаны под видео. У меня на канале есть рецепты других вкусных бутербродов. Ссылка на видео в комментарии. Спасибо всем, кто делится моими рецептами в соцсетях. Надеюсь, вы не забыли подписаться на мой канал и оставить свой комментарий. Давайте готовить. Намазка из творога. Для нее лучше использовать мягкий, но если у вас зернистый творог, то взбейте его блендером до однородной массы. Я использую 2 варианта, покажу оба. Первый вариант. Беру творог, натираю в него половинку зубчика чеснока, перемешиваю, солю, перчу, добавляю сметану. Все хорошо перемешиваю. Мелко шинкую укроп и добавляю его в творог. Перемешиваю. Намазка готова. Я использую свежий хлеб, но можно его предварительно подсушить. Беру хлеб и булочку. Можно взять бородинский, это тоже будет очень вкусно. Намазываю его, все, можно есть. Для второго способа буду использовать зеленый лук. Мелко шинкую его. Также мелко нарезаю петрушку. Здесь все делается так же, как и в первом, но я не добавляю сюда чеснок. Беру творог, разминаю, солю, перчу, добавляю сметану, укроп, все перемешиваю. Кладу сюда мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, базилик, его совсем немного. Все перемешиваю, намазываю творог на хлеб. Все готово, можно есть. Поверьте, это очень вкусно. Отличный вариант для завтрака. А эта намазка придется многим по душе. Прекрасный способ использовать оставшуюся с вечера котлету или заветренный кусочек колбасы. Из нее получится отличный горячий бутерброд. Нарезаю батон, можно взять уже нарезанный, пока уберу. Беру оставшуюся с вечера котлету, разминаю ее вилкой. Нарезаю зеленый лук. Если нет, то можно порезать репчатый. Отправляю его к котлете. Добавляю сюда же нарезанный укроп, натираю на мелкой терке немного твердого сыра. И еще я сюда добавляю натертый копченый сыр. Так получается вкуснее. Кладу чайную ложку майонеза, у меня домашний, и чайную ложку сметаны. Томатную пасту. Можно вместо томатной пасты положить мелко нарезанный помидор. Перчу. Все хорошо перемешиваю. Беру булочку, намазываю подготовленный фарш и ставлю в духовку. У меня есть функция пицца, температура 200 градусов, мне хватает 2 минут. Вы смотрите по своей духовке. В микроволновке делать не советую, булка будет сырой, а здесь она получается хрустящей. Готовые бутерброды достаю и подаю к столу. Все, можно есть. Очень они мне нравятся, хрустящие и очень вкусные. Причем вкус таких бутербродов полностью зависит от сорта сыра, но и мясных изделий, добавленных в фарш. Ингредиенты и количество продуктов произвольные. Третья намазка с грибами. Для нее я использую подсушенный батон. Первое, что делаю, нарезаю произвольной формы грибы. Пока уберу. Также произвольной формы нарезаю лук. Наливаю на сковороду масло, выкладываю грибы и лук. Солю, перчу, добавляю немного воды. Нагрев убавляю, накрываю крышкой и довожу до готовности. Пока грибы жарятся, беру подсушенный хлеб и вот так натираю его чесноком с обеих сторон. Готовые грибы с луком взбиваю блендером. Получившуюся икру добавляю укроп, чайную ложку майонеза. Все перемешиваю. Подготовленную смесь намазываю на хлеб. Все готово. Мне очень нравится такая грибная намазка. Такие бутерброды можно предложить гостям. Думаю, никто не откажется от такой закуски. А эта намазка самая простая, что можно придумать. Делать ее можно в процессе приготовления первых блюд. Уж больно мне нравится обжаренный хлеб в поджарке для щей, где присутствует не только лук и морковь, но еще и томатная паста. Отличный вариант, когда в холодильнике пусто,
А чего-то вкусненького хочется. Натираю морковь на крупной терке, лук шинкую мелкой соломкой. Пока уберу. Прежде чем обжаривать овощи, я поджарю хлеб. Наливаю на сковороду подсолнечное масло, кладу хлеб. Я использую разное, кому какой нравится. Обжариваю его с одной стороны. Снимаю со сковороды. Теперь выкладываю в нее овощи, обжариваю их до готовности. Солю, перчу. Добавляю чайную ложку томатной пасты. Обжариваю. Можно накрыть крышкой, чтобы овощи были мягкими и не пригорели. Готовую поджарку убираю остывать. Сюда выкладываю хлеб, не обжаренной стороной. Мне нравится, когда он пропитывается остатками от поджарки. Можно этого не делать, а хлеб обжарить сразу с обеих сторон. На подготовленный хлеб выкладываю обжаренные овощи. Кладу я их на пропитанную соусом сторону. Вот такие бутерброды получились. Не знаю, как вам, а мне они очень нравятся. Попробуйте приготовить, это вкусно. Последняя намазка будет легкой и освежающей. Делать я ее буду из свежих огурцов. Беру зелень, у меня лук, укроп и петрушка. Мелко их шинкую. Пока уберу. Огурец очищаю от кожицы, я использую половинку. Этого достаточно. Натираю его на мелкой терке. Образовавшийся сок отжимаю и сливаю. Выкладываю в миску отжатые огурцы, солю их, перемешиваю, перчу. Добавляю к ним подготовленную зелень. Я добавляю сюда еще чайную ложку зернистого творога. Можно добавить любой мягкий сыр или размятую брынзу. Больше можно ничего не класть, но я положу еще чайную ложку густой сметаны. Все хорошо перемешиваю. Намазка готова. Беру подсушенную булочку, натираю ее чесноком с обеих сторон, выкладываю подготовленную смесь. Все, бутерброды готовы. Получились они освежающие и очень вкусные. А главное, непривычно. Думаю, что не каждый так делает. Вот такие 5 намазок мы приготовили. Что из этого выбрать, решать вам. А лучше попробуйте все. Поверьте, это очень вкусно. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.